Всем привет, с вами Алла, и в этом видео я хочу показать, как сшить вот такую замечательную компактную джинсовую сумочку с двумя молниями. Как сделать такую заготовку для нее, я показывала в предыдущем видео. Для тех, кто не видел, ссылочка будет в описании под этим видео. А сейчас приступаем. Пошив начинаю с кармашка. У меня деталь 16 на 14. Я подготовила такую же подкладочную ткань по размеру и молнию. Молния у меня на метраж, поэтому пока без бегунка. Я его одену позже. Совмещаю лицом к лицу молнию с заготовочкой. Далее накладываю лицом к лицу подкладочную ткань. Все совмещаю и делаю строчку. Делаю строчку, дальше покажу. Прошила, отогнула, и сейчас я делаю отстрочку нитками, которыми у меня сделана стежка. Отстрочку я сделала, длину стежка выбирала 3. Также по периметру пристрочила подкладочную ткань, чтобы она не смещалась. Заготовила уже отрезочек джинсовой ткани. У меня размер 24 на 16,5. Для того, чтобы у меня был немножечко запас, я потом лучше срежу лишнее. Совмещаю нижний срез. Далее беру вот такую полосочку 4 сантиметра, заутюжила на изнаночную сторону, накладываю. Я буду делать несколько строчек здесь. И если вы хотите одной строчкой, либо вам не нравится такая широкая полоса, значит просто берите поменьше. Вот такая вот строчка у меня получилась. Также одела бегунок, подготовила молнию с бегунком наверх. Также деталь ботана. У меня ширина ботана такая же, как и ширина молнии, 3,5 сантиметра. Далее я замерила периметр своей заготовки, у меня это 80 сантиметров. Я решила, что молния у меня будет в готовом виде 24 сантиметра, плюс прибавила по сантиметру с каждой стороны на припуск. С ботаном поступила точно так же, 56 сантиметров это в готовом виде, плюс по сантиметру на припуске. Также на этом этапе я подготавливаю шлевки. Для этого я взяла 3 сантиметра. Вот так, 3 на 5. Там, где 3, заутюжила в обе стороны. И сейчас пойду к машинке, сделаю строчку. Шлевки сделала вот так. 2 прямых строчки. И посередине вот такой прерывистый зигзаг. Или его еще называют трикотажный. Далее складываю. Вот так. Совмещаю с молнией, с лицом, и лицом к лицу делаю строчку. Деталь готова, вот так выглядит, вот так смотрится. И я уже сделала отметки центра, здесь также совмещаю, закрепляю и покажу. Вот так я скалываю, посмотрите уголочки. Иду к машинке, делаю строчку. Я уже пришила, и сейчас я беру такую же деталь по размеру, как заготовка, лицом к лицу совмещаю и точно так же скалываю, делаю строчку, но нужно немного приоткрыть молнию, чтобы вывернуть. Детали сшиты, и сейчас я беру точно такие же по размеру 2 детали из подкладочной ткани плюс ботан, и сшиваю их точно так же, но без учета молнии. Я пришила к одной из стеночек и хочу показать, что я делаю вот такой припуск с двух сторон, не зашивая его. Далее пришиваю вторую, дальше покажу. Подкладку я сшила, оставила место для выворачивания молнии. Далее сумочку открыла молнию, чтобы можно было вывернуть, совмещаю вот это лицо и здесь лицо внутри, совмещаю вот так, скалываю, делаю строчку с одной и со второй стороны. Этот способ я увидела и узнала о нем, когда шила сумочку по мастер-классу Велены Малой, и у нее есть подробное видео, как соединить такой подклад. Он очень удобный, не нужно обрабатывать срезы, поэтому кому нужно более детально, ссылочку на ее видео я оставлю в описании под этим роликом. Сумочка моя готова. Результатом я очень довольна. Мне нравится этот способ пришивания подкладки. Также я сделала 2 шва
Тем самым закрепила вот эти места, которые подгибала. Мне остается купить более широкий карабин, потому как тот, который есть у меня, он немного маловат. Он, конечно, сюда влазит, но я хочу, чтобы не вот так было, а вот эта часть была более шире. Я куплю и сделаю к ней ручку. На сегодня видео подошло к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Также, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Всем пока-пока!